Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем кружевной лиф для свадебного или вечернего платья. Мы будем работать по моей выкройке облегающего лифа. Вы можете найти эту выкройку у нас на сайте. Распечатываем выкройку лифа, проверяем контрольный квадрат. Вот наш вперед, спиночка, рукав не нужен. Бочок у нас здесь растягивается, здесь плечо припосаживается. Все эти метки вы увидите на выкройке. Выкройка уже идет с припусками на швы. Все это есть в описании. Итак, прикладываем кальку на выкройку и обводим наш размер. Обязательно ставим все метки. Направление долевой, все мы переносим на бумагу. Так, готово. И теперь уже мы будем с вами моделировать нашу основу. Горловину переда мы углубляем. По плечу это полсантиметра и по центру переда 1,5 сантиметра или сантиметр и 2 миллиметра. Обязательно обратите внимание, что линии горловины должны у вас выходить под прямым углом. Для этого мы берем треугольник, подставляем к линии и проводим на расстоянии 1,5 сантиметра вот так вот прямой угол. А затем уже плавно соединяем эти точки. Можете воспользоваться лекалом. Так. Далее. Плечо мы также уменьшаем с вами на 2 сантиметра. И теперь из этой точки мы выводим плавную линию. Также обязательно в начале у нас прямой угол, где-то сантиметрик, 1,5. И теперь плавненько соединяем вот из этой точки. Так. Спиночка. По спинке мы должны сделать точно такие же изменения, как и по переду. На полсантиметра уменьшаем горловину. Углубляем вырез, делаем его треугольный на расстоянии 20 сантиметров от начала горловины. Можно провести вот так вот вспомогательную линию. По центру линии мы опускаем, так разделили линию пополам и опускаем на 1,5 сантиметра. Теперь плавно соединяем линию горловины и центр спинки. Так. Линию плеча также мы уменьшаем на 2 сантиметра, так же как и по переду. И также делаем прямой угол. Вот так. Проводим плавную линию, сводим ее на нет к низу проймы. Готово. Так. Теперь все это нам не нужно. Мы будем вырезать по нашим новым линиям. Перейдем к выточке нагрудной. Сейчас мы ее перенесем в талиевую. Разрезаем вот таким образом выточку. Так. И закрываем нагрудную. Вот так заклеиваем ее. И она у нас закрылась. У нас осталась одна талиевая. Вырезаем по новым линиям. Вот так. Очень просто мы с вами сделали моделирование выкройки лифа. Маечка будет состоять из 2 слоев. Нижний слой это сетка, хаял тюль, очень тонкий нежный фатин. И сверху будет кружево шантилье. Я накладываю их друг на друга, соединяю ткань очень точно по сгибу
и краю сразу обе детали переда и спинки. Вперед у нас со сгибом, деталь переда у нас со сгибом. И еще обратите, пожалуйста, внимание, что я добавляю по полсантиметра на срезах выточки для ее обработки. По всем остальным срезам я не добавляю ничего, поскольку выкройка уже с припусками. Поэтому работаем очень просто. Вырезаем по контуру. Вот так. Так. Вырезали. Наши детали готовы сразу из сетки и из кружева. Шить нашу маечку я буду нитками Гутерман Скала 360. Они имеют вот такую тоненькую ниточку. Ее практически не видно. Она имеет толщину волоска. Сшиваем плечевые швы, кружево и сетки. Так. Теперь разутюживаем их аккуратно и срезаем, оставляем около 4 мм припуска. И на сетке, и на кружеве это делаем. И теперь складываем лицом к лицу наши детали и соединяем их на ровной поверхности по линии горловины. Вот таким образом. Прокладываем строчку, соединяем сетку с кружевом. Вот такая у нас строчка. Теперь также мы снимаем немножко припуска, оставляем около 3-4 мм. Выворачиваем на лицевую сторону и прометаем весь срез горловины вот таким образом. Далее переходим к пройме, соединяем вот таким образом сначала одну из пройм, также на ровной поверхности. Уравняли все срезы, соединили иголочками. Вот так это выглядит. И прокладываем строчку на машинке. Так. Опять убираем излишки. Оставляем около 3 мм. И вот таким образом мы выворачиваем уже на лицо. То есть продеваем внутрь. И вот так выворачиваем на лицевую сторону. И у нас получаются аккуратно обработанные швы. Так, все у нас внутри. Теперь переходим ко второй пройме. Также соединяем лицо с изнанкой. Вот так. Также иголочками сначала. И также прокладываем строчку. Все делаем аналогично. Теперь берем иголку с ниткой и прометываем пройму. Переходим на утюг и отутюживаем аккуратно наши проймы и горловину. Обязательно проверьте на ненужных кусочках ткани, как работает ваш утюг на кружеве и сетке. Раскладываем детали на ровной поверхности. И сейчас наша задача соединить два слоя в один. Сначала я это делаю иголочками, а затем уже прометываю вручную. Вот так. Соединяю кружево и сетку абсолютно по всем срезам. Как по переду, так и по спинке. Обязательно следите за тем, чтобы не стягивать ткань. Готово. Теперь будем пришивать петли. У меня это готовая лента с петлями. Они вот такие вот эластичные. Прикладываю к центру спинки и пришиваю ленту с петлями. Шью по краю возле петель. Вот так. Обязательно закрепляю конец ленты, чтобы у нас не распалась крайняя петля. Вверху и внизу закрепляем. Теперь, чтобы скрыть вот этот белый припуск ленты, можно его обработать телесной тканью. И тогда, когда вы оденете эту маечку на тело, припуск сольется с цветом тела и его не будет видно.
У меня в работе резинка пополамка шириной 2 сантиметра. Вы можете использовать косую бейку телесного цвета. Вторую часть спинки мы обрабатываем вот так. Вкладываем внутрь, складываем ленту пополам и приметываем. Пришиваем на машинке по краю ленты. Так, закрыли обе половины спинки. И теперь там, где петли, мы оборачиваем это все наизнанку и прокладываем строчку. Тем самым мы закрепляем петли вот в таком виде. Так, оставляем пока спиночку в покое и зашиваем наши выточки и швы боковые. Сначала мы это делаем на лицо. Шьем с припуском 3 миллиметра. Вот так это выглядит. Все швы на лице у нас. Теперь срезаем близко к припуску. Оставляем около 1 миллиметра. И теперь зашиваем по изнанке. Сначала вручную прометаем, чтобы у нас шовчик спрятался там аккуратненько. И прокладываем шов на машинке. Таким образом у нас спрятались все припуски, у нас аккуратненькая маечка. И теперь пришло время пришить пуговки. Я буду пришивать бусины, поскольку пуговок подходящих по размеру не было. Вот такие крупные бусины. Мы их будем пришивать определенным образом. Подогнем наизнанку и приметаем припуск. Теперь складываем половинки спинки вот таким образом и находим место первой пуговки. Так, проткнули с изнанки. Вот здесь у нас получается первая пуговка, первая бусинка. Так, продели мы иголочку в бусинку и вошли в то же отверстие, в которое мы входили. И теперь важный нюанс. Для того, чтобы петли не спадали с бусинки, нам нужно иметь ножку у этой бусинки. Мы берем 2 зубочистки, вставляем их между бусинкой и тканью, вот таким образом. И теперь в таком положении мы пришиваем бусинку. Делаем стежки и затем, когда мы уже вынимаем зубочистки, у нас образуется зазор. Мы делаем вот таким образом 3 обмотки вокруг ниток, затягиваем и закрепляем нашу ниточку. И у нас получается бусинка на ножке. Закрепляем нитку на изнаночной стороне и проверяем. Наша петля попадает в зазор под бусинкой, и наши петельки не будут расстегиваться. Все остальные пуговки мы пришиваем точно таким же способом. Вот такая красота у меня получилась. Такой кружевной лиф вы можете сшить для свадебного платья или вечернего. Вы можете вшить внутрь чашки, и у вас будет уже готовый лиф. А также можете эту маечку пришить поверх корсета свадебного или вечернего платья. И это будет уже украшение. Вы можете взять какое-то дорогое кружево. Вы можете еще сверху украсить это какими-то аппликациями из кружева и так далее. Это все зависит уже от вашей фантазии. Я надеюсь, что я вас вдохновила на творчество. Я вам желаю легкого кроя и шитья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.